Здравствуйте, друзья! Сегодня в этом видео хочу рассказать, как точить на болгарке можно инструмент. Вот такая вот у меня мачете. Вот решил я ее заточить. Стала тупая. Так и на охоте, на рыбалке всякие ветки рубил. Ну, сделано, кстати, с нержавейки 40Х13. Хорошая штука. Вот, в общем, вот такая вот она у меня. Чтобы полегче была, вот сделал. Долы на ней. Ну, не суть важно. Суть важно вот, станочек. Думаю, как вот сделать на болгарке, чтобы было поудобней. Сейчас я ее прикручу. Капелька сварки попала. Вот она, сейчас закрепится. Вот все закрепил. Взял обычные хомуты, два. Вот они, два хомута, два болта, гайки. Обычную железку взял и закрепил болгарку. И зажал ее в тиски. И получился заточной станок, лепестковый. То есть кромку он не жжет. Можно даже мочить, но не мочить. Ну, можно мочить, когда точишь. В общем, лепестковым кругом хорошо. Можно топоры, мачете, ножи точить. Что угодно. Болгарка с регулировкой оборотов от 3000 и до 11. Очень удобно. И точит хорошо, и быстро. И можно там и какой-нибудь спуск сделать, и заточить. Ну, в смысле, спуск, допустим, сильно затупился топор. Наточили его можно долго точить. Ну, а на лепестке наточили можно сжечь, кстати, отпустить кромку. То есть и нагреть ее на камне, если как бы делать не очень грамотно. И просто отпустишь сталь, она станет мягкая. А на лепестке отпустить, чтобы раскалить кромку, она почернела. То есть, когда точишь раз почернела, это отпуск. А тем более нержавейку. Нержавейка, она термоустойчивая, температуру держит. Допустим, там рессора, она быстро потемнеет быстрее, чем нержавейка. Нержавейка отпустится крайне хуже. Ее долго надо нагревать. И вот, в общем, вот такой получился агрегат. Буквально там за 15 минут его можно сделать. Болгарка у меня с регулировкой оборотов. Я ее поставил на первую скорость, чтобы сильно кромку не накалять. Да мне торопиться некуда. Буду на маленькой скорости потихонечку точить. Снимаю перчатки, потому что по технике безопасности лучше не точить в перчатках. Одеваем обязательно очки и начинаем. Тем более кружок. Лучше даже маску одеть. Вот. Ставлю, задаю, какой мне нужен угол. Это не ножик, это рубящие свойства. Поэтому вот под таким углом можно. Угол потупей и поехали по всей кромочке. То есть вот таким движением. Удобно на краю. Появился на этой стороне, то есть мы точили-то вот здесь, вот на этой стороне, чувствуете, заусенец появился. Все, можно переходить на вторую, и сделали как бы вот подвод. Вот видите, это вот от вот этого спуска, вот этот маленький подводик, там сколько он там, миллиметра полтора, может два. Все, и заусенец по всей потрогали, да, он есть. Все, переходим на другую сторону. Лепесток снимает очень много, поэтому давить сильно не надо. Можно с водичкой, можно без водички сильно не давить. И тут для нержавейки это не сильно критично. Вот таким вот образом. Осторожно руки. И начинаем. Друзья, забыл еще вам сказать, лепесточек у меня 40-е зерно.
То есть это для шлифовки, для зачистки швов. Металл снимает он очень много. Я специально его поставил, потому что он металл много снимает, как бы, и кромку он практически не жгет. Можно лепесток поставить, там, 80-й, то есть зерно помельче, там, 120-й, есть 180-й, по-моему, до 240-го даже они есть. Но точить будет хуже, но будет глаже кромочка. Вот я 40-м снял, специально, мне удобно так. Вам тоже, кстати, рекомендую. Кромку не сожгете никогда. Топор заточите там. Хоть, я не знаю, молоток можно. Ну, подольше, правда. Это я так шуткой, но можно. Беру вот такой вот брусочек. Это вот для керамической плитки. Вот меленький. И сейчас немножко кромку подровняю. Ставлю вот так вот под уголок. И начинаю вот так вот, поглажу ее, сделаю чуть-чуть. Все равно какие-нибудь деревяшки рубить, все равно должна быть гладенькая кромочка. Ее можно даже на пасте Гои шлифануть. Сначала помельче брусок, потом можно на пасту Гои. Можно сразу на пасту Гои, просто дольше будете на ней работать. Потому что сильно исцарапал 40-е зерно, кромку. То есть вот мы ее сейчас немножко поправили. Подточили, убрали зазубринки, можно так сказать. Все, хорошо снимает. Мачете не надо рубить, а не резать. Это так. Ну и вот листок, и давайте попробуем. Вот видели, как мачете режет? Сейчас порвала, но это же мачете. Вот рекомендую вам. Сделайте вот так. И не надо никаких дорогостоящих там шлифовальных станков, там супер каких-то пупер замороченных, как бы тоже приспособлений. Вот. За 15-20 минут вот это делается. И вот точится, друзья. Все. Как бы всем хорошего дня или ночи. Спасибо за внимание. До свидания.